Дорогие наши друзья, всем привет! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня прекрасное утро началось в отеле Абата, который расположен в Старой Гагре. Не побоюсь назвать этот отель уникальным, потому что это первое средство размещения, которое было открыто в Гагре принцем Ольденбургским еще в начале 20 века. Конкретно мы сейчас проживаем в корпусе, который был построен в 1903 году. И вообще благодаря принцу здесь заложен курорт, был открыт первый отель, в котором мы находимся, самый первый ресторан Гагрипш, который вы многие уже слышали. Также посажен Приморский парк с его экзотическими растениями. И сделан, конечно, большой вклад в развитие этого курорта. Но я сейчас пойду прогуляюсь по территории, сниму вам пляж, покажу, какие здесь есть фишки в отелях. Так что не переключайтесь, смотрите видео до конца. Показываю вам наш номер. У нас категория улучшенный с балконом. Вот здесь она состоит, получается, из такой гостиной с диваном и зеркала. А здесь идет спальня, двухспальная кровать. Есть номера с двумя одноместными кроватями. Номер очень приятный. Так, здесь у нас получается чайная станция есть. Очень приятно, что есть в номере халаты, пляжные полотенца и фирменные тапочки Абата также предоставляются для гостей. Заселились в номер мы вечером, поэтому на улице уже темно, но все равно показываю вам. Посмотрите, какой у нас просторный, красивый балкон. Я, конечно, вообще впечатлена от этого отеля, от этой зелени. Очень красивый у нас вид. Справа море, тут у нас парк, и слева у нас вид на замок принца Ольденбургского. Очень красиво. И ванная комната у нас, получается, идет с душевой кабиной. Так, полотенца. Полотенца приятные, очень хорошо пахнет. И, получается, есть мыльные принадлежности, есть даже зубная щетка с пастой, мыло, фен. Мы сейчас направляемся на завтрак. И посмотрите, какой открывается вид на замок принца Ольденбургского. Для входа в ресторан нужен чип. У нас он, конечно же, есть. Здесь есть летняя терраса, то есть можно покушать на улице. Ресторан работает целый день, то есть на завтраки, на обед и на ужин вы можете сюда прийти. Также здесь есть закрытая зона. Сейчас мы туда и направляемся. Ну а мы сейчас находимся на завтраке. Завтрак у нас в ресторане отеля Абата. И сейчас я вам расскажу, какая здесь концепция питания. То есть при бронировании можно взять просто проживание без завтраков и ходить, например, в ресторан Абата кушать самостоятельно. Сейчас я вам покажу цены. Можете нажать на паузу и посмотреть. Цены очень адекватные, учесть то, что это ресторан, это Старая Гагра, самый центр. Но, ребята, при бронировании вы можете взять
сразу с завтраками у вас разница в цене. То есть при изначальном бронировании будет минимальная, но выбор блюд шикарен. Вот посмотрите, из каждой позиции каша, там блинчики, оладьи, яичница, сосиски. То есть из каждой позиции вы можете заказать по одному блюду. Для сравнения, вот, например, блинчики с мясом, да, 2 штуки, они стоят здесь 250 рублей, да, то есть это практически вы заказали блинчики и кофе, у вас уже 400 рублей потрачено, а при бронировании изначально все выходит выгоднее. Сейчас мы будем все пробовать и поделимся своими впечатлениями от завтрака. Пока все нравится, все красиво, посмотрите, вот нам принесли сырники, блинчики с мясом и кофе по-турецки и рисовая каша. И вообще ресторан очень приятный такой, в светлых тонах, играет музыка, нам все нравится. Нам принесли сейчас еще скрамбл, омлет с сосисочками. Вот, могу сказать так, ребята, все очень вкусно, это первое. И во-вторых, здесь вот на ту сумму, которая дается на завтраки, да, то есть здесь можно прям объесться, причем мы заказали не все позиции, но тем не менее нам все время что-то носят. Так что это на самом деле очень выгодно получается. Но ресторан работает не только для гостей отеля, то есть сюда можно прийти на обед, на завтрак и на ужин, конечно же. И здесь такое очень интересное меню. Местных блюд практически нет. То есть здесь есть европейская кухня, морепродукты, рыба. Также есть и пицца, и лодочки. То есть цены в среднем, я считаю, очень даже адекватные. Поэтому забегайте в ресторан Абата. Ну а мы сейчас с вами двигаемся в сторону пляжную. Пляж буквально находится в 2 минутах от корпусов. Хочется отметить, очень удобно, что после пляжа вы можете ополоснуть свои ножки и уже на территорию идти чистенькими. В этом году на пляже построен новый бар. Сейчас мы с вами его посмотрим. Огромным преимуществом является то, что у отеля свой собственный пляж, шезлонги, зонтики, полотенца пляжные, матрасы. Все предоставляется для гостей отеля бесплатно. Вот мы дошли с вами до территории пляжа. Посмотрите, здесь идет у нас бар, про который я сейчас сказала. Ремонтные работы еще пока ведутся, ну, собственно, и не сезон. К сезону все будет уже очень красиво. Есть зоны, где можно переодеться, принять легкий душ, ополоснуться. Вот получается такие зонты. И летом уже, ну даже в мае выставляют уже шезлонги для туристов. Можно принимать солнечные ванны. Здесь, я думаю, поставят, скорее всего, столики, где можно будет выпить прохладительные напитки. Что касается входа в море, посмотрите, здесь, естественно, галька. В Гагре практически везде галька, достаточно крупная, поэтому я думаю, что купаться, плавать будет удобно в тапочках резиновых, в коралках. Ну, это мое мнение. Есть, конечно, туристы, которые босиком смело ходят по такой гальке. И вот так выглядит пляж со стороны. Преимущество этого отеля, что здесь можно размещаться с животными, с кошечками и собачками. Более подробно, если интересно, пишите, я вам расскажу, какие условия. Вот в этом корпусе мы жили, он считается, ну, для меня основной корпус, потому что здесь есть ресепшн. Заселение происходит именно здесь. Смотрите, здесь есть магазин, где можно приобрести пляжные принадлежности, купальники, тапочки, все такое необходимое, сумки. Дальше есть небольшой тренажерный зал,
панорамным остеклением и вот с таким шикарным видом. Идем дальше. А здесь есть зона для детей. Вчера мы прогуливались, вечером детки смотрят мультики. Тут есть приставка. Тоже очень актуально. Родители могут сходить в ресторан Абата, например, поужинать, а детки в свое удовольствие могут смотреть мультики, общаться. Смотрите, какие пышные, богатые вьюны вечно зеленые здесь растут в сочетании с этой архитектурой. Очень-очень красиво все это выглядит. Смотрите, какая зелень вокруг. Просто шик и блеск. Пальмы. Все очень красивое. Скоро здесь будет уже работать фонтан. Сейчас проводятся уборочные работы. Вот здесь в зеленой зоне есть такая уютная детская площадка. Есть батут. Какой большой кактус. Красивый. Прям рядом с детской площадкой. Здесь вот тоже есть фазаны живут. Какие красивые. Этот вот самый такой красавец убегает от нас. Вообще, конечно, есть такое ощущение, что ты живешь не в отеле, а в каком-то дендрарии. Здесь так поют птички, просто не передать словами, но я думаю, что вам слышно. На территории отеля есть бассейн, достаточно большой, шезлонги, зонты, все это предоставляется бесплатно для гостей отеля. Что касается подогрева, смотрите, вообще считается, что в Абате отель в зимнее время подогревается, но в Абхазии очень часто отключают свет и, соответственно, бассейн остывает. По своему опыту расскажу. Бывает так, что в один отель ты приезжаешь, к примеру, в январе, и бассейн не подогревается, он холодный. Можно приехать через неделю, когда проблем со светом не будет, бассейн теплый. Так у нас уже было неоднократно. Поэтому в данный момент, когда мы находимся здесь, бассейн не подогревается. Смотрите, есть мини-зоопарк. В отеле даже живет, ну, по крайней мере, как мы поняли, 2 пумы. Я думаю, что вам, конечно, не видно, она вот сидит там у себя в домике, выходить не хочет. И вот здесь получается еще 2-я сетка, и здесь живет еще 1 пума. Будем надеяться, что они покажутся нам. А рядом с вольером с пумами есть банька, такая вот аккуратненькая, есть купель. Так что можете выходить из баньки и любоваться видом на море. Футбольное поле есть прямо на берегу. В сезон, когда отдыхает много туристов, здесь собирают команды. Дальше есть площадка для волейбола тоже рядом. Вообще территория очень красивая, вся утопает в зелени, очень много экзотических растений, пальмы. Гулять одно удовольствие. Запахи здесь тоже потрясающие. Сейчас весна у нас, март. Очень много растений зацветает. Запахи, конечно, шикарные. Птички поют. Я думаю, вам слышно. В отеле представлены разные категории номеров. От стандартов без балконов до люксов и апартаментов. Также здесь несколько корпусов. Вот сейчас я нахожусь на, так скажем, основной территории, да, то есть перед нами открываются 3 корпуса. Вот откуда я пришла, это ресепшн, вот это 2-й корпус и 3-й. Все эти корпуса были построены в 1903-1905 годах, то есть это старые корпуса, вот, но они все полностью обновлены, да, и когда вы находитесь
там у вас нет вообще ощущения, что эта постройка какая-то очень-очень старая. Все очень свежее, красивое, приятный запах. И вот перед нами, мы сейчас к нему подойдем, еще один корпус, но этот корпус уже построен в 2000-х годах. Называется он «Шале». Расположен он также очень близко к ресепшену, буквально 3 минутки. Рядом вот как раз парковка. И вот трехэтажный корпус. Это новая постройка. Фишка является то, что все, что вы видите, оплетено. Это киви растет так у нас. Сейчас уже киви собран. Полакомиться мы с вами не сможем. А вообще, вот смотрите, даже для гостей есть такая табличка. Киви созревают в январе. То есть, живя в этом корпусе, на 1, 2, либо 3 этаже, вы можете полакомиться экзотическим фруктом. Есть еще один интересный вид размещения. Это апартаменты с кухней. Очень пользуются популярностью у семей с маленькими детками, кому удобно готовить в номере кашки, супчики. То есть здесь какое преимущество? То, что выход получается из номера у вас идет прямо на улицу, и в номере есть кухня. Таких номеров немного, но есть. Так что, если вам интересно, я советую бронировать их заранее. Вот здесь у нас еще идет теннисный корт, где летом, весной, осенью тоже занимаются. Рядом получается вот с этими номерами, апартаментами парковка. Парковка, кстати, в отеле для гостей бесплатная. Ой, хорош. Еще хочу отметить чайхана кальянная, которая находится, тоже при отеле получается. Мы посещаем это заведение уже не первый раз. Очень нам тут нравится, очень здесь все вкусно, красивый, интересный интерьер. Летом можно на улице посидеть, запах, конечно, шикарный. Вот, и в помещении получается 2 этажа. Обязательно рекомендую посетить, даже если вы не будете жить в Абате. Сюда приходите, очень вкусно. Здесь есть и местная кухня, но основная направленность здесь идет на турецкую. Здесь работает турецкий шеф-повар. И часто я бываю в Турции, знаю вкус турецкой кухни. Могу сказать, что максимально приближена, и рекомендую это заведение обязательно посетить. На территории также есть действующий храм святого Ипатия 4-6 века. Восстановлен храм в 1902 году на средства принцессы Евгении Ольденбургской. Это супруга принца Ольденбургского, собственно, который и основал курорт Гагра. Итак, пребывание в этом замечательном месте у нас, к сожалению, закончилось. Мы собираемся уже выезжать домой. Снимали отель всего лишь на сутки и убедились в том, что это совершенно мало, чтобы насладиться всей его красотой. Я уверена, что мы обязательно в ближайшее время сюда вернемся для отдыха. Скорее всего, это будет уже теплое время, чтобы насладиться морем, солнцем, пляжем. Друзья, советую вам настоятельно обратить внимание на этот отель. Если у вас есть вопросы, вдруг я что-то забыла сказать, да, потому что у меня эмоции через край от этого отеля, пишите в комментариях, я с огромным удовольствием вам отвечу, отправлю вас сюда на отдых. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч!